Всем привет! С вами, как обычно, Алексей Соболев. Я бы ему дала. Всем привет, меня зовут Алексей Соболев. В этом видео расскажу вам про основные понятия в сноуборде. Начнем с названий стоек, потом перейдем к базовым прыжкам, а закончим трипл-корками. Погнали! Основные понятия. Сейчас поговорим о стойках. Их всего бывает два вида. Если вы ездите правой ногой вперед, то ваша стойка гуфи. Если левой, то регуляр. Если ваша основная стойка гуфи, а вы едете левой ногой вперед, то вы едете в свиче. Собственно, если вы регуляр, а едете правой ногой вперед, то вы также едете в свиче. Эта часть доски, которая находится рядом с ведущей ногой, называется nose. Соответственно, вот эта часть доски рядом с задней ногой называется tail. У сноуборда есть передний и задний кант. Соответственно, передний кант находится рядом с вашими носками, задний кант рядом с вашими пятками. Именно отсюда происходит выражение «поймать канта». Думаю, вы догадались, о чем идет речь. Также та часть сноуборда, которая соприкасается постоянно со снегом, называется скользяк. One foot дословно переводится как «одна нога». Положение, в котором мы едем на сноуборде с одной пристегнутой ногой, называется one foot. Прямые прыжки. Олли – это прыжок, в котором сначала поднимается nose, а tail его догоняет. Тейлом ты как бы толкаешься от снега за счет мягкости сноуборда. Нолли – это прыжок, в котором все наоборот, нежели в олли. Сначала поднимается tail, а nose его догоняет. Поп. Это толчок двумя ногами одновременно. Обычный прыжок, при котором nose и tail поднимаются одновременно. Шифти. Это разворот доски на 90 градусов и обратно во время полета. Существуют backside shifty и frontside shifty. Грэб. Это захват доски рукой в воздухе при прыжке. Существует множество грэбов, расскажу про основные. Инди. Задняя рука держит передний кант между ног. Мьют. Передняя рука держит передний кант между ног. Мелон. Передняя рука держит задний кант между ног. Стелфиш. Задняя рука держит задний кант между ног. Ноуз грэб. Передней рукой хватаем nose. Tail grab. Задней рукой хватаем tail. Существуют и более сложные грэбы, которые делаются в связке с шифти или вытяжкой. Например, метод. Захват доски сзади между креплениями передней рукой вместе с backside shifty и выгнутой спиной. Вытяжка – это дополнение к грэбу, при котором одна из твоих ног выпрямляется во время полета. Вращение. Вращения делаются в две стороны – фронтсайд и бэксайд. При вращениях в ровной оси закрутка делается параллельно земле. Вот так выглядит закрутка во фронтсайд, а вот так выглядит закруточка в бэксайд. Вращение во фронтсайд. Это закрутка из своей стойки, при которой первые 180 градусов делаются лицом вперед. Вращение в бэксайд. Вращение также из своей стойки, первые 180 градусов которого делаются вперед спиной. Если ты едешь в свиче и прыгаешь во фронтсайд, это называется switch frontside или cap. Если едешь в свиче и прыгаешь в бэксайд, это называется switch backside. Разберем вращение до 900 градусов. Во фронтсайд на 180, в 180. Фронтсайд 360, 540, фронтсайд 720 или семерочка и 900 градусов.
А теперь в бэксайд на 180 градусов, бэксайд 360, бэксайд пятерочка, бэксайд 720 и бэксайд 900. Хэндплант — это трюк, при котором мы делаем стойку на руке и в этот момент вращаемся либо во фронтсайд, либо в бэксайд. Вот так выглядит фронтсайд хэндплант. На нем мы вращаемся во фронтсайд. И вот так выглядит бэксайд хэндплант, соответственно, вращаемся в бэксайд. Миллер флип. Бывает как фронтсайд, так и бэксайд. На сноуборде чаще всего этот трюк делают на перегибах трамплинов. Во время вращения со смещенной осью мы касаемся рукой перегиба либо фигуры, через которую мы делаем этот трюк. Фронтфлип и бэкфлип. Фронтфлип бывает двух видов, как обычное сальто вперед и тейм-дог, напоминающий по технике вращения колесо. Бэкфлип также бывает двух видов, похожий на классическое сальто назад, и wildcat, также напоминающий колесо. Фронт-ролл и бэк-ролл. Для понимания этих трюков представь, что ты пристегнул сноуборд и делаешь кувырок вперед или назад. Ролл подразумевает под собой то же самое, только в полете. Фронт-ролл похож на кувырок вперед, бэк-ролл похож на кувырок назад. Корк — это вращение со смещением оси. На этом трюке мы выпускаем ноги вперед. Корковые вращения также делятся на фронтсайд и бэксайд. При закрутке мы также смещаем ось вращения наших плеч. Вот так выглядит закрутка во фронтсайд корк, а вот так выглядит закруточка в бэксайд корк. Теперь смотрим пример корка во фронтсайд. Выходим с заднего канта. И вот как выглядит пример корка в бэксайд. Выходим с переднего канта. Родео. Те же вращения со смещением оси, но закрученные в другой плоскости, нежели корк. На этом трюке мы выпускаем плечи вперед при вращении. Вот так при закрутке наши плечи задают ось вращения. Поглядим на закрутку для бэксайд родео. Ну и, конечно же, закрутка для фронтсайд родео. Бэксайд родео 540 имеет ярко выраженное отличие. Выходим с заднего канта. Бэксайд родео 720 и 900 уже выглядят по-другому и похожи на вращение в бэксайд с заднего канта. Фронтсайд родео. На нем мы выходим с переднего канта и крутимся во фронтсайд плечами вперед. Андерфлип — это фронтсайд 90 градусов, бэкфлип и докрутка фронтсайд 90 до 180. Я расцениваю это как разновидность корка во фронтсайд. Существует Double Under, Triple Underflip и Quad Underflip, который первый поставил Макс Перрот. Double Cork. Этот трюк состоит из двух корков. В нем ось смещается дважды. Сначала ты делаешь один корк и возвращаешься в исходное положение, а затем ты делаешь второй корк. Даблкорки чаще всего начинаются с вращений на 1080 градусов. Обычно это два корка по 540. Существует фронтсайд и бэксайд даблкорк. Фронтсайд даблкорк чаще всего состоит из фронтсайд корк 540 и свич бэксайд корк 540. Бэксайд даблкорк чаще всего состоит из бэксайд корк 540 и кэп корк 540. Но бывают и вариации даблкорков на 900 градусов, но очень редко. Например, бэксайд дабл 900. Он состоит из бэксайд корк 540 и свич бэксайд корк 360. Иногда заключительная фаза похожа на бэк-ролл. Трипл корк. Как можно догадаться, этот трюк состоит из трех корков. Чаще всего делают трипл корки на 1440 градусов, и состоят они из трюков: корк 540, корк 360 и снова корк 540. Ось смещается трижды, возвращаясь в исходное положение после каждого корка. Трипл корк можно сделать также во фронтсайд и бэксайд. Фронтсайд трипл корк состоит из фронтсайд корк 540, свич бэксайд корк 360 и свич бэксайд корк 540.
Backside Triple Cork состоит из Backside Cork 540, Cap Cork 360 и Cap Cork 540. Backside Quad Cork или Quadruple Cork — это 4 корка. Пока этот трюк сделали только в бэксайд, и первым был Билли Морган. Я уверен, что скоро сделают этот трюк и во фронтсайд, но пока разберем его в бэксайд. Backside Quad на 1800 градусов состоит из следующих трюков: Backside Cork 540, Cap Cork 360, далее еще один Cap Cork 360 и Cap Cork 540. На этом все. Если вдруг что-то осталось для тебя непонятным, задавай вопросы в комментах, и я на них отвечу. Если зашел ролик, ставь сердечко. А также, чтобы быть в курсе новых видосов, подпишись на канал и кликни на колокольчик. Если не хочешь быть в курсе новых видосов, то ни в коем случае не делай этого. И кстати, можешь получить бесплатный доступ к закрытому видео топ-20 ошибок у большинства сноубордистов в описании ролика. С вами был Алексей Соболев. Будем на связи.